Привет! Сейчас я бы хотела поговорить о ситуации, которая в данный момент а, сейчас происходит, карантин, и хотела бы высказать свое мнение. Дело в том, что где-то в середине января мы с мужем очень долго болели ОРВИ, как нам говорили врачи, обычный ОРВИ, который сопровождался ужасным кашлем, который не проходил ни днем, ни ночью. И лекарства вообще никакие не помогали. У меня даже была небольшая температура, но максимально там 7,5 достигала несколько дней. А у мужа температуры не было, но мы одинаково мучились с ним, потому что не могли спать и не могли нормально высыпаться. Дети чувствовали себя хорошо, несмотря на то, что мы были с ними в контакте, и обнимались, и целовались, и спали вместе. Их, слава богу, не затронуло. Но у меня до сих пор, по прошествии тоже 2 месяцев, до сих пор в груди не совсем приятное ощущение. И вот сейчас, когда вот неделю назад начали бить тревогу, мне почему-то кажется, что этот вирус, он начал приходить к нам уже давно, и многие на самом деле мучились этим долгим кашлем еще в январе и в феврале, а сейчас это уже просто нарастает, и в какой-то степени нужно уже контролировать более серьезно. К сожалению, врачи в то время были не готовы. Это сейчас на каждый чих они приедут домой и будут обследовать. Тогда они были просто не проинструктированы. И все это оказалось когда-то где-то далеко в Китае, но не у нас. Поэтому сейчас я очень серьезно к этому отношусь. И то, что гречку сметает с туалетной бумагой в магазинах, это с одной стороны признак, может быть, паники, а с другой стороны, может быть, это признак здравомыслия, потому что люди, действительно, многие покидают город в целях уединиться и изолироваться на время, и в этом нет ничего плохого. У меня до сих пор дети ходят в сады и школы, но просто нет возможности сейчас уехать, но в выходные мы планируем уехать всей семьей в то же Подмосковье, где нет таких масштабов, где нет столько приезжих, где есть возможность погулять в лесу в одиночестве, то есть в кругу семьи, без каких-либо и по минимуму свести контакты. Я очень надеюсь, что масштабы не будут такими большими, как в других странах. Думаю, что это все не коснется нашу страну и наш город. Желаю вам здоровья, берегите себя, берегите свою семью, детей, не вылезайте на улицу без надобности. Всем удачи, пока.